Всем привет! Меня зовут Алексей, и в этом видео я отправлюсь на цветочный рынок Банё в Пусане. Это не просто цветочный рынок. На самой станции находится целый агрокультурный центр, поэтому там также можно найти много фруктов, овощей и прочих вещей. Но я пойду именно в цветочную часть. Там будет представлено огромное количество растений. Я надеюсь, что они вас удивят и вам понравятся. Ну что ж, поехали. А вот и он, рынок Банё. Давайте сначала пройдем вдоль рядов и посмотрим, что интересного тут можно найти. Пусть рынок и расположен вдоль дороги, но его протяженность составляет около километра, а магазины здесь стоят аж несколько рядов. Прежде всего, когда я добирался туда, я ожидал увидеть что-то вроде рижского рынка в Москве. Однако неотъемлемой частью культуры Кореи является их бережное отношение к природе. И в городе мы не часто видели магазины цветочные со срезанными цветами. Поэтому здесь все растения продавались в горшках, что как-никак создало положительное впечатление о культуре страны. Также большое количество растений тут продается не только в жилые дома, но и для декорирования заведений. Горшки часто ставят прямо у входа, чтобы создать живую атмосферу и привлечь себе клиентов. Из-за умеренного климата Кореи плодовые растения можно увидеть просто гуляя по улицам, а их саженцы как раз таки продаются на этом рынке. Это могут быть как гранаты, инжир, хурма, так и яблоки или груши. Особенно красиво выглядели орхидеи, их тут было очень много, самых разных видов и размеров. И проходя этот магазин, я почувствовал, будто бы проходил целое цветочное поле. Стоили они, кстати, 6000 вон, это что-то около 500 рублей. Все кактусы и суккуленты здесь по-своему уникальны и привлекательны. Некоторые из них вообще выглядят как мраморные скульптуры. Каменные розы вырастают тут до больших размеров, и мне кажется, что корейцы просто знают, как их нужно правильно обстригать, чтобы они такими выросли. Еще нам встретился вот такой магазин с салатами. Корейцы очень любят класть их в качестве закусок к блюдам, поэтому их здесь было очень много. Этот магазин показался даже зеленее, чем все остальные из-за этого. Также тут можно приобрести семена для растений, чтобы вырастить их у себя, и красивые расписные горшки. Они могут быть даже квадратных или круглых форм, здесь можно купить буквально все, что нужно для растений. Дальше я подошел поближе к одному из цветочных магазинов, чтобы посмотреть, что у них представлено. Перед этим я спросил у продавца разрешения, можно ли здесь снимать, так как корейцы очень щепетильно относятся к съемке видео с ними или их товарами. Практически везде на растениях написаны цены, что бывает не на всех рынках, и это было очень удобно.
В глубине рынка, подальше от дороги, были такие огромные крытые теплицы. Каждая в длину была не менее 50 метров, и внутри в них было представлено больше деревьев, кактусов и суккулентов, чем цветов. И это можно заметить как раз таки здесь. Кстати, в Корее обитает очень много пауков, поэтому арахнофобам тут придется трудно. Такой вид пауков встречается чаще всего. Он имеет ярко-желтый окрас, но их укусы хотя бы не ядовиты для людей. Тем не менее, кусают они болезненно, как пчелы или осы. К сожалению, в этом магазине мы продавца так и не нашли, поэтому отправились дальше. Нас тут встретили вот такие изящные бонсай из еловых деревьев. Именно здесь я узнал, что бонсай это оказывается не вид дерева, а техника его выращивания. Правильно подрезая дерево и оплетая его проволокой, создают настоящую миниатюрную копию. Стоит, правда, такое удовольствие дороговато, около $120. На входе тут есть рельсы и тележка для перемещения цветов. Краем глаза можно было их заметить и в других магазинах. Одним из самых популярных домашних растений в Корее является срез бамбука, высаженный в горшок. Сам стебель не растет, а вот его побеги по мере роста красиво поднимаются вверх. Стоят они дешево, около $6, а найти их можно в каждом цветочном магазине. Дальше тут стоят высокие фикусы, а напротив них находится место для упаковки цветов. Еще одним популярным растением является цилиндрическая сансеверия, или африканское копье, как его еще называют. Растение довольно неприхотливое и имеет необычный красивый вид. Стоит оно недорого, но цена сильно зависит от форм и размеров. И сейчас давайте я покажу оставшиеся в зале растения и перейдем к следующему помещению. Это помещение продолжает прошлый зал, но отличается особым микроклиматом. Тут буквально создали огромную теплицу с автополивом, где прямо в землю высадили кактусы и пальмы. Кактусов здесь не просто много, а очень много. Причем каждый вид высажен еще и в нескольких экземплярах. Некоторые из них, к сожалению, погибли, но таких мы встретили немного. Больше всего удивили кактусы высотой 4 метра. По сравнению с ними я чувствовал себя карликом. Но вот что действительно доставляло дискомфорт, так это необходимость постоянно смотреть под ноги, чтобы ненароком не свалиться в эту гору колючек. Посещение этого цветочного рынка в Корее оказалось настоящим открытием для меня.
Это не просто место, где можно купить растение или цветок, здесь можно окунуться в другой мир. Для меня, как для человека, прожившего всю жизнь в России, было удивительно наблюдать экзотические растения, вырастающие настолько большими и яркими, буквально на улице без особого ухода. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы можете поддержать канал и поставить под видео лайк и прислать его своим знакомым. С вами был канал Ре Корея. Всего хорошего и до новых встреч!